Сам по себе проезд до Москвы теперь дело нехитрое. Расскажи, как тебе удалось перестроиться на автопилоте? Я подумала, что если ограничение скорости на том участке, на котором мы сейчас едем, 110, то надо поставить скорость поменьше, чтобы машина не нервничала. И поставила 100 км в час. Включила поворотник, и машина сама повернула. Да, я почувствовал такой интересный нежный поворот, более деликатный, чем обычно. Вообще, кто-либо из людей водит машину. Да. Вот, это у нас такая нежная машина сама по себе. Вот как она хочет, чтобы с ней обращались на самом деле. Ну, как настоящая девочка. Да, настоящая девочка. Вот так вот заканчивается первый день нашего путешествия. Очень милый вид, прозрачные стекла, Ленинградский проспект. Чтобы сэкономить время в пути, имеет смысл останавливаться в гостиницах, которые предоставляют услугу зарядку электромобиля. Найти их можно либо через приложение PlugShare, которое мы вам уже показывали, либо через, собственно говоря, службы бронирования. В Booking.com есть специальный фильтр, поиск дополнительных удобств, зарядка для электромобилей. Для Airbnb и некоторых других есть сторонние приложения, которые накидывают дополнительные критерии поиска. В обратный путь едем двумя машинами. Для связи в дороге взяли с собой рации walkie-talkie. Поедем на Тесле Model X, 90 киловатт батарея, 2016 года выпуска. С тех пор появились более дальнобойные модели Теслы, но этот производитель по-прежнему держит первенство по дальности пробега на одной зарядке. Путь наш лежит до известной уже нам зарядки Shell в Твери. По номиналу 170 километров, 1,5 часа. Кадры кино напоминает такая солнечная Москва. Я сегодня чудом избежала штрафа от ДПС. Я еду уже по какой-то улице рядом с отелем и смотрю, а огни не горят на машине никакие. Ух ты. Вот, и я думаю... Обычно хоть эти габариты-то горят. А тут вообще вот тут ничего не изображено, что вообще ничего не горит. Я думаю, ну они меня сейчас, конечно, возьмут. Потому что... А тут же надо нажать сюда, быстрого выхода нету, а я в незнакомом городе за рулем. Да, незнакомая машина. Вот, мне стало так страшно, но я успела нажать и только выворачиваю. Еще не видела даже, что там ДПС стоит. Они там уже это принимают всех подряд. Но на меня так грозно посмотрели, но ничего не сказали. Направо? Да, направо. Правильно, съезд направо. Вот здесь на КАД сложное перестроение. Справа и вот уходят налево, а нам, соответственно, с левого ряда вправо перестроиться. Это все на одном пятачке. Говоришь, еще какие-то парни на БМВ знаки подавали молодежные. Сможешь их воспроизвести? Рядом ехали вот, с моей стороны, да, как бы? Нет, я ехала вот в этом ряду, в третьем, а они ехали во втором и на одной скорости со мной, чтобы быть окнами на одной уровне. И они мне что-то такое вот показывали вот так. И я не поняла, что это значит. Наверное, они хотели погоняться, но я не уверена. Здесь самое время по сюжету вспомнить, что в начале 20 века, когда электромобили развивались так же активно, как бензиновый транспорт, который в конце все-таки вытеснил их на тот период, позиционировались они именно как женская машина. Оно и понятно, нету горючки, масел, не почкучая. Для меня было удивлением узнать, что в начале столетия электрические автомобили конкурировали с классическими двигателями внутреннего сгорания наравне. Пробег заявляли у них около 100 миль, и объемы производства были сопоставимы с производством автомобилей Форда.
Интересно, что и в начале нашего столетия электромобили все еще воспринимались как исключительно женская повозка. Владельцы электромобилей мужчины в глазах у дам совсем не котировались. Проводили опрос, пойдете ли вы на свидание с незнакомцем, если он приехал к бару на электромобиле. Большинство женщин в таком опросе сказали нет, вот на классической машине более желанным ухажером является кавалер. Еще немного интересной статистики. Если цену автомобиля на рынке США разделить на километр пробега, что получится? Лидирует у нас Tesla Model X, самая дальнобойная из представленных в обзоре машин, но в то же время ценник за милю пробега у нее самый большой. Дальше мы видим, следует Kia Soul, Jaguar, Model S более скромно здесь фигурирует. Замыкает список тоже Tesla, модель 3, самая экономная машина. Покупатели в Америке платят $132 за милю запаса хода. Расход энергии в электромобиле измеряется в ваттах на километр. По аналогии с бензинкой можно сказать, что сколько грамм топлива, а у нас ватт энергии, затрачено на пробег 1 километра. Так вот, мои исследования, замеры показали, что на скорости 100 у меня расход 230 ватт, на скорости 130 расход 330 ватт. Но самое главное, что в этом диапазоне от 100 до 130 линейное нарастание, то есть оно идет не по прогрессии, а вот после 130 уже расход увеличивается не пропорционально скорости, а быстрее. Круизная скорость рабочая, максимальный запас хода, минимальный расход батарейки где-то 90-100 км в час. После этого железно плюс 100 км, плюс 10% к 100 км, плюс 10% расхода энергии. То есть если на полном заряде мы можем проехать где-то 390 км без стартов, стопов на скорости 100 км в час, то на 110 проедем уже 360, на 120 330 и на 130 300. Это что касается запаса хода, если надо дотянуть до зарядки. Что касается времени в пути, здесь интересную такую я калькуляцию выявил. На домашней зарядке выгоднее ехать медленнее, потому что она очень мало восполняет километров. У нас на трассе Москва-Петербург зарядки 50 киловатт. И здесь 1 к 1. Ровно на сколько минут ты быстрее приехал, вот в этом диапазоне 100-130 километров, ровно на столько минут больше ты проведешь на зарядке. А вот европейские суперчарджеры, которые дают больше 100 киловатт, там выгоднее ехать быстро, потому что на зарядке ты проведешь уже меньше времени, чем ты нагнал в пути. Если я еду 100 километров со скоростью 100 километров в час, у меня это занимает 1 час. Если я еду со скоростью 110 километров в час, я приеду на 6 минут быстрее, но энергии потрачу на 10 минут больше. То есть, грубо говоря, 10 километров я сверху заплатил за скорость. На этом отрезке, где у нас быстрая для России зарядка 50 киловатт, ровно сколько времени мы нагоним в пути, двигаясь со скоростью 130, ровно на столько минут же дольше простоим на зарядке. Но поскольку мы хотим там перекусить, перевести дух, лучше быстро ехать и подольше стоять в данном конкретном случае. Смотри, вон Максим едет. Как пройдем платный этот участок, вставай впереди нас, держи 130, а мы в твоей ветровой тени будем держаться. Вот место, куда вчера для нас был где запретный плот, и не взяли.
Соблюдаем социальную дистанцию. Планировать дальнейший маршрут. Что говорит навигатор? Вот, что если мы поедем по платной дороге, то это будет 273 километра дистанция, а по бесплатной 227, потому что мы очень далеко от платной, и нам сейчас выгоднее поехать дальше по обычной народной Продолжим путь. М10, по-моему. Ну да, кроме того, скоростной режим все равно нам эффективнее не торопясь катиться. Вот мы час в пути, около 300 ватт на километр используем, что ожидаемо для скорости 130. Со скоростью 110, напоминаю, у нас было 270. Все-таки чуть поэффективнее идти за другой машиной. Пристроились за фурой, такого я вообще в жизни не видел, обман, конечно, но Tesla обещает нам в моменте проехать 1000 километров на этой зарядке. Планируя последний участок маршрута от Новгорода до Петербурга, мы рассматривали зарядочную станцию на колонке Shell под Тосно как возможную резервную остановку. Напомню, мы едем на одной и той же батарее уже от Валдая. Но не учли вот чего. В Ленинградской области развязки на платной автодороге Нева М11 встречаются довольно редко. Поэтому для того, чтобы попасть в Тосно с тех пор, как мы встали на новую дорогу, нам надо развернуться, чуть не доезжая Петербурга, и вернуться назад почти 35 километров. В точке разворота до самого города остаются тоже расстояния. Таким образом, если заряжаться в Тосно, надо уже от Новгорода сразу ехать через Любань по классической автодороге М10. Ехать нам еще 130 километров. Прибор пишет 154, но этому верить нельзя. Поэтому мы уже отключили большой экран. А доедем или нет, вы скоро узнаете. Маленький тоже отключим. Дальность пробега электромобиля зависит еще сильно от состояния дороги, сухая, либо же со льдом, снегом, и температуры. Собрал статистику своих поездок канадский пользователь. Вот данные о конкретных поездках отмечены синенькими точками, а красный — это средний график его. Что мы здесь видим? 30 градусов по Фаренгейту — это примерно 0 по Цельсию. И график показывает, насколько больше используется энергия по мере понижения температуры. То есть, вот, допустим, 10 по Фаренгейту — это уже минус 12 по Цельсию. Минус 12 градусов. А 20 по Фаренгейту — это Минус 6,7. минус 7. Минус 7 градусов Цельсия. Получается, что в процентном отношении запас хода снижается на 15%, то есть где-то 1% запаса хода съедает каждый градус понижения окружающей температуры. От того же автора, что мы здесь видим, он взял шоссейное покрытие и грунтовку. Сухое шоссе, снегом, льдом. Здесь мы видим в крайней колонке температуру, точка замерзания 0 градусов по Цельсию. 10 это
минус 12 Цельсия, минус 12. Мы видим, что пробег, например, на сухой дороге при 0 градусов и на ледяной дороге при минус 12 различается, но если не вдвое, то на 70% точно меньше можно проехать на одной зарядке, если на улице мороз и дорога не чищена. Но еще больше тратит машина, если двигается по грунтовой дороге. Но что интересно, грунтовка зимняя со снегом и льдом все-таки более эффективна для движения, чем шоссе со снегом и льдом при той же температуре. Одна из самых опасных ситуаций на дороге — это когда одна фура начинает обгонять другую совершенно неожиданно. Что у вас с батарейкой, что пишет? Ну, 21 километр примерно остался. Батарея на 21 километр. Отлично. Пост проходите в левом ряду. Через 600 метров съезд, поверните направо. Я очень доволен, Максим, потому что приключение такое вот. Там понятно, что это как по жизни не надо, но Прикольно, что сначала решила о том, что надо ехать в Тосно заряжаться, а потом раз, вышли в какой-то эконом-режим или как сделать? нет. Вот это надо было записать. Значит, оказалось, что чтобы зарядиться в Тосно, надо вот в Новгороде продолжать ехать по старой дороге, потому что эта зарядка, она как бы к Тосно со стороны Москвы, а развязка с новой трассы, она за Тосно. И, ну, кому как, но нам получилось, что нам до Хрустицкого ближе.